Привет! Добро пожаловать обратно на медитации середины солнца этого ретрита Паламрим. А мы подошли к четвертой медитации, которую вы будете делать на протяжении четвертой недели. Вы будете ее делать с 10 по 12 эпизод, если я не ошибаюсь, верно? То есть вы будете ее делать на той самой неделе, когда вы будете проходить эпизоды с 10 по 12. А мы продолжаем работу над главой, 10 главой от мастера Шантидевы, которая называется «Глава о посвящении» Нгова и Лео. И мы сейчас находимся в четвертой части этой медитации. Не забывайте, что мастер Шантидева делает с этой частью. Он посвящает хорошую карму. Какую хорошую карму? Написание книги. Так что 10 глава — это посвящение написания первых 9 глав. Это очень круто. Так что он создал эту хорошую карму. У него такая большая гора хорошей кармы. Знаете, это как в бизнесе, когда к вам приходит неожиданная прибыль. Такое случается. У меня такое происходит время от времени, и я вдруг получаю большую сумму денег, а потом нужно подумать о том, как ими распорядиться. Так что вы можете прочувствовать это здесь с мастером Шантидевой. Он получил много хорошей кармы в большом количестве, которая приземлилась к нему в руки после написания руководства к образу жизни Бодхисаттвы. И теперь ему придется... Он хочет отдать ее, потому что он хочет защитить ее. Так что он хочет отдать эту хорошую карму другим людям. Итак, мы с вами находимся в четвертой части, и сейчас мы постараемся последовать примеру Шантидевы. Мы с вами подумаем о какой-нибудь хорошей карме, которую мы создали. И как сказано в этом ламриме, маленькое доброе дело в трудное для всего мира время — это большое доброе дело. Может быть, такое же большое, как поступок Шантидевы. Так что в обычной жизни, если бы не было никакого вируса, проявление доброты к вашему соседу не было бы таким уж значительным поступком. Но во время вируса быть добрым к своему соседу, помогать ему — это становится очень мощной, хорошей кармой. Это настолько сильно, что мы можем применить силу истины. Сила истины такова. Мы говорим себе, в нашей медитации мы с вами скажем, если это правда, что я познакомился с соседом в конце моей улицы, хорошо, я расскажу вам по секрету, что он был полковником морской пехоты и христианским проповедником-фундаменталистом в одном лице. И мы никогда раньше не разговаривали друг с другом. Он сейчас стар. Но мы сейчас создали такие милые взаимоотношения. Мы работали над ними. Мы оба работали над ними. Мы не начали с очень хороших отношений, но мы работали над ними. И именно вирус нам в этом помог. Так что я сделаю посвящение этой кармы. Это то доброе дело, которое я совершил во время вируса. Мы стали очень близкими друзьями, и я очень горжусь этим. Это моя практика ламрим во время последних нескольких месяцев. И я работал над этим. И он работал, я в этом уверен. Так что это хорошая карма. И потом я собираюсь ее посвятить. Я собираюсь использовать ее. Для чего? Если это правда, что мы с моим соседом стали близкими друзьями после периода, когда мы не нравились друг другу до появления вируса, тогда пусть вирус улетит в середину Солнца и сгорит для всех. 25 миллионов градусов, помните? Этой силой истины, которая могла бы обратить Ниагарский водопад вспять, я посвящаю эту силу истины, чтобы выстрелить в вирус и отправить его в середину Солнца для людей на этой планете. Хорошо? Давайте начинать. Подготовьтесь к медитации. Слегка улыбнитесь, расслабьте лоб, втяните животы. Вирусные, коронавирусные животы втяните немного. Положите удобно руки. Если хотите, можно в чинмудру. Спина прямая. Плечи отведите назад. И давайте подготовимся, сделав 10 циклов дыхания, 10 долгих выдохов. И все. Очень медленных, очень длинных.
Итак, в этой медитации мы применим силу истины. Для силы истины вам необходимы боеприпасы. Вам нужен один хороший поступок, который вы совершили, особенно за последние несколько месяцев во время этого мирового кризиса, мировой проблемы. Итак, давайте каждый из нас подумает о каком-то особенном поступке, который мы совершили, который был добрым или приятным для кого-то во время вируса. Мы все что-то сделали. Это будет наше боевое снаряжение. Давайте подумаем об этом. Что-то хорошее, что вы сделали во время вируса. Достаточно одного поступка. Хорошо его вспомните. Теперь давайте посвятим его. Давайте применим силу истины. Если это правда, что я проявил доброту во время вируса, и дальше идет список от Шантидевы, тогда пусть будут прекрасные сады. Пусть прекрасные сады появляются в этом мире. И люди сидят в этих садах и наслаждаются изучением добродетелей, изучением дармы. Это не обязательно буддийская дарма, но пусть там появятся прекрасные места. Может быть, именно сюда нам и придется отправиться для обучения дарме в больших садах, как во времена Будды, с социальным дистанцированием в саду. И пусть в этом мире появятся сады, а люди будут отдыхать на траве или на лавочке и говорить о Ламриме. Если это правда, что я был хорошим человеком во время вируса, пусть будут учения для всех. Пусть все встретят подходящего для них учителя. Благодаря моему доброму делу, пусть каждый встретит учителя, который ему подходит. И теперь Шантидева читает очень интересную молитву. Пусть мировая экономика будет здоровой. Пусть правительства будут разумно управляемы. Пусть они хорошо служат своим народам. И, конечно, пусть погода будет хорошей. И пусть урожаи будут успешны и изобильны. Пусть у нас будет хорошее управление по всему миру. Пусть у нас будет хорошая экономика, мировая экономика, если я был хорошим человеком во время вируса.
Следующая молитва Шантидевы очень интересная. Если это правда, что я был добр к другим во время вируса, тогда пусть все лекарства в этом мире будут эффективны. Пусть лекарства срабатывают для людей. Пусть будет быстро изобретена вакцина против этого вируса. И пусть она сработает для всех. Очень интересная молитва, которую Шантидева написал для нас более 1000 лет назад. Пусть никто не чувствует боли или страха. Пусть никто не будет несчастным. Пусть никто не пострадает от другого человека. Там, где люди изучают духовную практику, к какой бы религии это ни относилась, пусть у них все получается. И пусть будет гармония в этой группе. И пусть у них получится заниматься хорошей совместной практикой. Пусть все церкви, мечети, храмы или даже люди, у которых нет религии, пусть они живут в гармонии. Пусть их мудрость возрастет благодаря моей силе истины. Пусть люди верят в высшие силы. Пусть они учатся делать подношения высшим существам, которых они не видят. Пусть они всегда перерождаются людьми, и пусть они достигнут просветления. Во Вселенной есть множество Будд. Есть бесчисленные бодхисаттвы во Вселенной. И Шантидева совершает интересную молитву — силу истины. Эти Будды и Бодхисаттвы, у них есть для нас план. Для вас, для меня, для наших семей, наших друзей, нашей страны. У них есть для нас план. У них на уме есть для нас планы. И они могут даже предполагать для вас низший путь на какое-то время. Но я посвящаю хорошую карму служения, которое я оказал другим во время вируса, осуществлению этих планов. Они должны преуспеть в тех планах, которые у них есть для вас и для меня. Эти планы должны реализоваться. Пусть все существа в этой Вселенной увидят пустоту. Пусть все существа проявляют любовь друг к другу. Пусть они научатся проходить глубокие ретриты. Пусть такие места, как Алмазная гора, появятся во многих частях этого мира, куда люди могли бы приехать и пройти глубокий ретрит. Мы проходим некоторое подобие ретрита во время вируса. Но было бы хорошо выбраться из собственного дома и поехать в особенное место, где люди занимаются только ретритом, в здания, построенные для ретритов.
Пусть эти ретритные центры процветают и будут нравственны, и прослужат многим людям. Если я был добр к кому-то во время вируса, постарайтесь вспомнить хороший поступок, который вы совершили. Пошлите сильные молитвы духовным общинам всех религий. Помолитесь за их успех. Теперь, пожалуйста, возвращайтесь к своему дыханию. Сделайте 3 длинных выдоха. Теперь медленно откройте глаза. Потянитесь. Супер! Хорошая работа. Увидимся на следующей медитации.